Рада приветствовать всех на моем творческом канале. Всем большой привет! Сегодня у нас урок посвящен созданию веточек молодой зелени. Мы продолжаем создание нашего весеннего букета. И сегодня мы будем создавать вот такие красивые веточки для декора нашего красивого букета. Почти все цветы мы уже слепили. Кто не видел предыдущие уроки, пожалуйста, проходите на моем канале. Все эти уроки уже представлены. И нам осталось для этого букета сделать только зелень. Сегодня будут вот такие веточки не распустившейся листвы, молодая зелень. Следующим уроком будет еще один вид зелени. Листья тоже для декора будут. И останется только сборка композиции. Все остальные уроки уже представлены на моем канале. Первым уроком у нас был ранункулюс открытый, Пикати Пинк. Второй урок у нас был ландыши, затем был гиацинт, потом нарциссы были и была гортензия. И сейчас вот у нас вот такие веточки древесные с нераспустившимися листьями. Мне очень нравится такой декор в весенних букетах, поэтому я с радостью готова показать технику, как я делаю вот такие прекрасные ветки. Здесь вам потребуется минимальный набор инструментов, и в принципе не составит труда сделать такие веточки даже начинающему мастеру. Поэтому желаю всем вдохновения, удачи и приятного просмотра. Для того, чтобы сделать вот такие листочки, вам понадобится основной стек, ножницы с острыми краями, силиконовая кисть, вода для того, чтобы замывать швы и неровности. Также вам понадобится клей. Можно использовать клей латексный, можно использовать клей ПВА, какой вам больше нравится. Также понадобятся кусачки для нарезки проволоки. Проволока для листочков понадобится номер 26. У меня это японская проволока с очень качественной бумажной обмоткой. И для того, чтобы укрепить общий стебель, понадобится проволока номер 20. Это проволока тайская. Ее длина 30 сантиметров. Такую проволоку я покупаю в магазине Авели. Ссылки на магазин на этот я оставлю в описании под видео, поэтому обязательно посмотрите. Итак, также для сборки веточки нам понадобится тейп-лента. Можно использовать тейп-ленту любого оттенка. У меня в моем случае сегодня мятная тейп-лента. И она узкая. С ней очень удобно работать. Она очень качественная. И такую тейп-ленту я тоже покупала в магазине Авели. У них очень качественная тейп-лента, поэтому я рекомендую ее приобретать там. Она очень доступна по цене. Чтобы сделать фактуру на листочках, выберите вайнер листа, тот, который вам кажется наиболее красивым. То есть ориентируйтесь на свой вкус. Такие листочки могут быть с абсолютно разной фактурой. Но я для себя выбрала самый фактурный вайнер, который у меня есть. Это вайнер для листа малинки. Вот, то есть на нем мы будем отпечатывать вот эти маленькие листочки. Ну, здесь, в принципе, даже не важно, от какого растения будет вайнер. Главное, чтобы была красивая фактура, которая вам нравится. Вот, у меня это вайнер листа малины, который я тоже покупала в магазине Авели. Вот эти красные вайнеры, это магазин Авели. Итак, глина, с которой мы будем работать, это глина, с которой я работаю постоянно. Это Modern Clay, холодный фарфор с зеленой этикеткой. И зефирная целлюлозная глина Modena Soft. Смешайте здесь пропорции примерно 3 к 1, где 3 части будет глины Modern Clay и 1 часть глины Modena Soft.
Здесь нужно совсем небольшое количество глины, но ориентируйтесь на то количество веточек, сколько вы хотите вставить в букет. У меня будет 3 таких веточки. Одна вот чуть поменьше и 2 вот таких, где побольше листьев. У меня будет всего 3. Для декора этого небольшого букета этого будет вполне достаточно. И смотрите, вам нужно сделать 2 оттенка глины. Первый кусочек глины вы окрашиваете в зеленый цвет. В моем случае я здесь добавляла травяную зеленую масляную краску и желтую масляную краску для того, чтобы создать оттенок ближе к салатовому, что имитирует цвет именно молодой, молоденькой, вот такой не распустившейся зелени. И чтобы сделать имитацию коры древесной, вот такой, вам понадобится кусочек глины, окрашенный коричневой масляной краской. Здесь я добавляла умбру жженую. Коричневая масляная краска, умбра жженая. Добавьте столько по цвету, какого оттенка вы хотите достичь. Добавляйте краску в глину поэтапно и добивайтесь нужного оттенка. В этом мастер-классе я не буду показывать, как я окрашиваю глину, потому что здесь на вкус и цвет, как говорится. Какой оттенок вы хотите сделать, такой и окрашивайте. Такого цвета, вернее, и окрашивайте глину. Вот. И сейчас я покажу, как нарезать проволоку, и мы сразу приступим к созданию вот таких листочков. Так. Проволоку номер 26 нужно нарезать на отрезки около 6 сантиметров, 5-6, можно чуть больше для удобства. Ну вот где-то сантиметров 6 или 7 можно взять. Я возьму всего лишь один отрезок. Вы нарезаете столько, сколько вы хотите частей вот таких видеть на веточке. То есть сколько вот таких не распустившихся листочков у вас будет, столько вам нужно отрезков проволоки номер 26. Я возьму один, потому что у меня уже все заготовлено для сборки ветки, и я вам покажу, как сделать одну вот такую часть. Никаких крючков мы здесь делать не будем на проволоке. Так, и подготовим сразу проволоку номер 20 для того, чтобы потом укреплять нашу веточку. Так, и сейчас приступим к созданию вот таких красивых листочков. Для начала мы обработаем конец проволоки, на которой мы будем крепить листья. Чтобы это не была просто голая проволока, мы сделаем здесь малюсенький листочек. Я покажу сейчас, как мы его сделаем. Возьмите небольшой кусочек зеленой глины, маленький, совсем, миллиметра 3. Смажьте конец проволоки клеем. У меня клей латексный, мне он очень нравится, и работаю я практически только с ним. Конец проволоки около сантиметра или 1,5 сантиметров. Наносим глину на конец проволоки и обратите внимание, что мы сделаем. Мы ее прикручиваем к проволоке и немного поднимаем ее наверх, для того, чтобы у нас получился свободный край глины, ну, такая свободная часть. И заостряем этот кончик. Вот таким образом. Свободный кончик у нас получается около 7-8 миллиметров. И теперь на палец кладем эту глину и с помощью основного стека прижимаем к пальцу и немножко раскатываем края. У нас на конце моделируется маленький листок. И теперь мы можем придать ему фактуру. Можно оставить так, но лучше сделать его с фактурой, поэтому мы таким образом на вайнере
с помощью пальца просто прижимаем, поправляем стебель. И получается вот такой маленький листочек. И теперь мы по кругу будем наклеивать другие листья. Это такой пучок из листьев, который только-только начинает раскрываться. Вот такая интересная задумка. В качестве декора для букета это будет великолепно. Теперь первый листочек мы сделаем тоже маленький. Тоже небольшой кусочек глины возьмем, около 3-4 миллиметров. Здесь я не использую никакие катеры, потому что листочки маленькие, таких катеров практически нигде не найти, поэтому все такие листочки можно делать вручную. Если у вас не получается раскатывать вручную, ну, я все-таки рекомендую вам потренироваться. Я постараюсь сейчас показать максимально подробно, как вручную сделать такой листочек. Скатайте шарик небольшой и сделаем каплю заостренную с двух краев. Вот так, между пальцами. Вот сначала сформировали вот такую деталь. И с обратной стороны мы тоже делаем заостренный. Вот такая деталь. И теперь мы делаем ее плоской, между пальцев сжимаем. У нас формируется заготовка будущего листочка. Посмотрите, маленькая такая. И теперь нам нужно ее раскатать. Для этого положите эту деталь под большой палец и, придерживая средним пальцем, с помощью стека вытягиваем сначала вдоль простым движением. Теперь можно положить ребром к себе и также, придерживая, раскатываем одну часть листочка, переворачиваем и другую часть листочка. Поправляем при необходимости. Можно только по краю пройтись стеком. Сильно нажимать не нужно. Моделируем форму. Вот таким образом у нас получается маленький аккуратный листок. И теперь делаем фактуру с помощью вайнера. Накрываем второй половиной. Хорошо прижимаем, чтобы фактура отпечаталась максимально. И снимаем с вайнера. Теперь можно обратной стороной стека или с помощью стека с шариком обработать немного край. Сильно не нажимая, просто сделать его чуть более живым. Теперь моделируем листочек, который только-только начал распускаться. Можно его модифицировать, немного смять, изменить его форму. Вот такой листок у нас получается. Кладем его. И сделаем теперь еще один такого же размера. Сейчас я покажу вам уже более быстро, как это делается. Если форма получается неровная, для этого используем ножницы и вырезаем нужную нам форму. Так, и теперь модифицируем его форму. Обрабатываем край. Складываем пополам.
И придаем ту форму, которую нам хочется. Можно края листочка подкрутить внутрь, например. Вот так. И оставляем. И сделаем всего 5 листочков разного размера. Какие-то могут быть меньше и какие-то будут покрупнее. И те, которые меньше размером, будут идти внутрь, а какие будут покрупнее, будут наружу раскрываться. Поэтому сделайте 5, 4 или 5. И я покажу, как собрать их к этой основе. Так, я подготовила 5 листочков. И теперь нам нужно их сюда подклеить к этой основе. Начинаем с самого маленького. Основание листочка смажем клеем. И подклеиваем так, чтобы маленький листочек немного выглядывал. Так будет красивее. Итак, следующий, чуть побольше получился листочек. Тоже основание смазали клеем и наносим этот, приклеиваем листочек, например, как-то можно сбоку вот так. Посмотрите уже, как интересно получаются закрытые листочки, которые только-только хотят раскрыться, распуститься. Такое настроение весны. Итак, следующий листочек еще чуть крупнее. Распределяйте листья так, как вы видите, как вы чувствуете, чтобы это было красиво. То есть мы просто основание вокруг проволоки закрываем. Вот таким образом. И еще 2 листочка. Так. Этот уже можно чуть-чуть раскрыть. Ну, чтобы он был такой более мятый. Как будто еще он до конца не распрямился, не раскрылся. Вот так. И остался еще один, самый крупный. Вот таким образом тоже его оборачиваем вокруг основы. Поправляем стебель. И тоже можно его немного раскрыть. Вот что у вас в итоге получится. Такая интересная заготовка. И теперь нам нужно сделать здесь небольшой стебелек древесного свойства, такого древесного цвета. Здесь тоже нет ничего сложного. Но я забыла вам сказать, что вам понадобится зажигалка, потому что глину мы будем немного обжигать. И хочу сразу напомнить о технике безопасности. Все свои видеоуроки, где я использую технику обжигания глины, я обязана вас предостеречь. Если вы глину жгете зажигалкой, это достаточно токсичный такой момент. И поэтому нужно делать это при проветриваемом помещении, чтобы были окна открыты. Можете использовать средства индивидуальной защиты, такие как респиратор. Но в любом случае обязательно, чтобы помещение проветривалось, потому что глина, когда вы работаете с ней просто, она не токсична. Но если вы начнете ее обжигать зажигалкой, в глине содержится ПВА, это поливинилацетаты, поливинилхлориды, поэтому при
нагревании, при выделении вот этого пара и дыма, если вы как-то, может быть, пережжете сильно, это может быть, конечно, не сразу, но впоследствии может сказаться на вашем здоровье, поэтому обязательно используйте средства индивидуальной защиты и проветривайте помещение. Если вы будете делать это при открытом окне, то тогда никакого вреда здоровью для вас не будет. Но если вы занимаетесь творчеством с ребенком, с детьми, то такую технику я не рекомендую, чтобы не навредить здоровью вашему и ваших детей. Вот, это то, что я была обязана вам сообщить. То есть имейте это в виду, чтобы ко мне потом не было никаких вопросов, что я демонстрирую какую-то вредную технику. Вот. Поскольку обрабатывать мы здесь зажигалкой глину будем немного, то, в принципе, никакого вреда особо, ну, по крайней мере, у меня не будет. Вот. Хочу, чтобы для вас тоже никакого вреда не было, поэтому рекомендую обезопасить себя и проветривать помещение. Теперь я покажу, как сделать вот этот стебель древесный, и нам нужно будет собрать веточку. Итак, возьмем небольшой кусочек коричневой глины. Глину обязательно упаковывайте плотно в пленку, чтобы она не высыхала. У меня глина здесь уже не первой свежести, потому что давно замешан этот кусочек, но работать с ним еще можно. И теперь вот эти листочки, которые мы только что сделали, здесь мы тоже немного смажем клеем. Так. И наносим вот таким образом. Проволоку обнимаем этой коричневой глиной, подтягиваем к листочкам ее, делаем небольшое уплотнение. При желании можно сделать еще чешуйки здесь, но я решила не делать. Мне нравится так. Итак, вот нанесли глину вот таким образом. Можно теперь смочить водой. Обязательно перед обжиганием глины нужно мочить ее водой. Так просто обжигать глину нельзя. У вас не получится эффект. Она просто у вас обуглится, но не получится эффект коры. Поэтому обязательно мочите водой как следует. Замывайте, чтобы поверхность глины размягчилась и была такая жидкая. Интенсивно смачивайте, как следует заглаживайте. Так. Теперь смотрите, пока этот стебелек еще мокрый, можно с помощью стека или с помощью силиконовой кисти сделать кое-какие даже вот неровности здесь вот таким образом. Вот так. И теперь быстро нужно обжечь зажигалкой. Все. И получается у вас вот такой эффект. Посмотрите, очень похоже на кору. И вот таких деталей для веточки я буду использовать 5 вот таких деталей. Вот как в этой веточке. У меня здесь заготовлено, получается даже 6. У меня 5 было и еще одна, которую я сделала сейчас. Буду использовать все 6. Теперь, чтобы собрать веточку, мы будем использовать тейп-ленту и обкатывать стебель коричневой глиной, тоже обжигая, имитируя такой эффект коры. Получаются такие пупырышки на стебле, очень похожие на веточку древесную. Так. Одну из вот таких деталей стебель нужно сделать чуть длиннее. То есть сейчас мы сделали, видите, такой короткий стебелек. Одну из таких деталей сделайте более длинный такой стебель, потому что к нему мы будем присоединять потом уже все остальные. Итак, мы берем тейп-ленту. Ее нужно растянуть в руках,
немного согреть, чтобы она стала клейкая. Она у меня растянута уже, здесь это остатки кусочком. И теперь просто фиксируем эту тейп-ленту под стеблем на 2-3 оборота, чтобы она держалась очень прочно. И теперь мы просто начинаем присоединять веточки. Сгибаем под нужным нам углом, присоединяем и прикручиваем. Потом, когда ваша ветка полностью просохнет, можно будет моделировать изгибы. Вот как здесь она у меня изогнутая, ну так, чтобы она была более живая, реалистичная. Поэтому изгибы формировать мы будем потом, когда ветка полностью просохнет. Ну это, я думаю, вы уже сможете сами, то есть сгибать вот такие изгибы, придавать веточкам. Ну, сейчас это делать не обязательно. Итак, сейчас я присоединю ту, которую мы только что сегодня слепили. Также сгибаем. И сюда вот так присоединяем. Таким образом. Теперь нам нужно стебель продлить и укрепить. Поэтому мы присоединяем проволоку номер 20. Вот сюда. И как следует прикручиваем тейп-лентой. Сейчас вам нужно будет примерить, на какой высоте мы будем размещать следующую деталь. Например, следующую деталь я хочу разместить, допустим, вот здесь. И вот эту часть нам снова нужно обкатать коричневой глиной. Сейчас я покажу, как это сделать. И дальше, я думаю, нет смысла уже даже будет показывать всю ветку, всю сборку. Я думаю, так уже все будет понятно. Просто в конце покажу вам, что в конечном итоге у нас получится. Вот эту часть снова нужно промазать клеем. Я покажу, как замыть швы. Наносим клей. Распределяем его на ту длину, которую мы будем обкатывать. И обнимаем глиной стебель. Таким образом, чтобы глина заходила частично даже на стебельки. И вот так распределяем глину по стеблю. Если хотите более толстые веточки, можете делать более толстые, но мне пока нравятся вот такие тонкие. И теперь смотрите, где стыки со стеблями, мы просто с помощью силиконовой кисти и воды эти стыки вот таким образом замываем. Слишком стараться здесь не надо, потому что древесные ветки, как правило, не имеют ровности, такой прям идеальности. Они могут быть с изъянами, потому что кора, она сама по себе такая неровная. Поэтому слишком сильно стараться замывать здесь не нужно. Только так более-менее, чтобы сгладить эти стыки. Можно даже специально имитировать неровности с помощью стека или кисточки силиконовой. Вот таким образом сделать ее неровную, вот эту кору. И теперь тоже как следует нужно все намочить, замыть водой. Так. И
И теперь снова обрабатываем зажигалкой, стараясь сделать это быстро. Слишком долго огонь не держите на одном месте, потому что обуглится и почернеет. Поэтому старайтесь делать это как можно быстрее. Вот здесь даже немножко вот потемнело, но в конечном счете все равно симпатично. Можно немного подтереть, чтобы не было никаких обугленных эффектов. Итак, и теперь на тейп-ленту просто дальше продолжаем соединять все детали. Вот следующую деталь, допустим, мы присоединим, обкатываем снова какую-то часть стебля, присоединяем еще одну деталь и так далее на ту длину, которую вы хотите сделать. Можно, допустим, сделать 2 ветки и соединить их между собой. Например, вот у вас может, допустим, быть одна вот такая общая веточка. Можно делать так. То есть сначала сделали одну небольшую веточку, потом другую, и можно их также соединять между собой в общий стебель и также обкатывать его глиной. Но у меня будут небольшие веточки, у меня букет будет небольшой, поэтому слишком объемные ветки мне не нужны. Итак, сейчас просто продолжаем сборку, и я покажу в конечном счете, что у нас получится. Вот в общей сложности получается у нас такая красивая веточка с корой. Обратите внимание, где-то она посильней обожглась, а где-то не так сильно. Я стебель прогладила, были такие достаточно крупные пупырышки, я их просто прогладила, чтобы они такими явными не были. Теперь при желании можете стебель тонировать красноватой краской. Я оставлю так, как есть. Мне нравится именно такой оттенок. Листочки тоже можете потонировать кое-где вот эти краешки, допустим, красной сухой пастелью или масляной краской, слегка-слегка только так вот растушевать. Можно не делать, вот я тоже оставлю так, как есть. То есть я не хочу добавлять никакую сюда тонировку, мне оттенки нравятся именно так. И я хочу вам показать, как такие веточки могут очень красиво смотреться с теми цветами, которые мы уже сделали для нашего букета. Сделали мы ранункулюсы вот такие. Кто не видел, обязательно пройдите, посмотрите. У меня есть эти видео на моем канале. Вот такие красивые ранункулюсы открытые. Дальше мы с вами создавали гиацинты. Я сейчас покажу вам гиацинт. Вот такой вот гиацинт мы делали. Веточки такие прекрасно будут дополнять любой букет. Их у нас немного, но тем не менее это будет очень красиво смотреться. Еще мы с вами создавали красивые нарциссы. Вот такие нарциссы мы делали. Так, сейчас еще вот реалистичные красивые нарциссы. И еще мы с вами сделали красивую мятную гортензию. Это вот те уроки, которые у нас уже были, поэтому обязательно проходите, посмотрите для тех, кто еще не участвовал в создании этого весеннего букета вместе со мной. И в конце, когда курс уже будет закончен, я покажу, как собрать из всех этих деталей, из всех элементов красивый весенний букет, который будет в большой чашке такого же мятного оттенка. Именно поэтому гортензию я сделала такого мятного цвета. И все это друг с другом очень красиво гармонирует. Вот. Нарциссов у меня много, ранункулюсов таких у меня 5 штук всего. Изначально я хотела сделать 7, но решила остановиться на 5. Вот. Нарциссов около 11 штук или 12 даже, надо посчитать. И гиацинтов 2.
Гиацинтов у меня 2. Один такой сиреневый и один розовый. Вот такой. Чуть меньше. Вот. Поэтому я благодарю всех за просмотр. Спасибо, что пишете комментарии, ставите оценки, делитесь со мной своими результатами. Это очень интересно, очень приятно. Вот, буду благодарна вам за поддержку моего канала. Все мои уроки в свободном, бесплатном доступе. Я публикую и снимаю все для вас совершенно бесплатно. Но если у кого-то есть желание поддержать финансово мой канал и помочь в его развитии, буду очень признательна. Ссылки можно тоже найти в описании под видео или написать мне личное сообщение, и я скажу, как можно помочь каналу. Еще раз всем спасибо. Увидимся в следующем уроке. Мы будем тоже создавать ветки зелени для этого букета. Буду всех ждать с нетерпением. Всех люблю. Пока-пока.